Добрый день, друзья! Ко мне в руки попала вот такая умирающая орхидея. Попытаемся восстановить, будет реанимация удачная или нет. Мы с вами в скором времени узнаем. А теперь небольшая история этой орхидеи. Как всегда, знакомые знакомых, зная, что я занимаюсь орхидеей, увидели у своих друзей вот такую орхидею в очень плачевном состоянии. Ну, все объяснения, как всегда, очень похожи. Стояла орхидея, цвела, когда-то очень давно подарили, но тут кошка бежала, хвостиком махнула, орхидея упала, горшок разбился, и все, что осталось от орхидеи. Орхидею пожалели, принесли мне. Давайте, наверное, начнем с первичного осмотра этой орхидеи. Принесли мне ее, конечно, без горшка, без грунта, цветущей, если это можно назвать цветами. И вот в таком плачевном состоянии. По расцветке лепестков, ну, с точностью, наверное, 100% можно определить, что это орхидея мелодия. Но у мелодии цветы крупнее раза в 3. А эта орхидея доведена до состояния мини-орхидеи. Хотя по старым листьям понятно, что орхидея должна быть крупной. Ну вот, имеем то, что имеем. Начнем с осмотра корней. По этим корням можно определить, что сначала орхидею очень сильно поливали, то есть любили полить. А потом, ну, может быть, где-нибудь услышали, может, так получилось, очень сильно засушили. И там это было действительно очень. Потому что здесь, хотя он сейчас сухой, но это сгнивший виламен, а вот эти корни говорят о том, что она сильно пересушена и очень сильно обезвожена. Это хорошо видно по листьям. Ни о каком тургоре листьев речи не идет. И еще листья начали желтеть. То есть что орхидея делает? Она из последних сил цветет и забирает у листьев питательные вещества для того, чтобы растить цветы. Может быть, их кто-то опылит, и может быть, она именно семенами после опыления продолжит свой род. Но вряд ли это у нее получится, потому что листьев не так много. Что же нам делать с такой орхидеей? Ну, первое, что мы с вами сделаем, это обрежем цветоносы. Даже не до первой живой почки, а почти полностью, но оставим часть цветоноса с одной почкой. И здесь то же самое сделаем. Вдруг из этих почек появятся детки. А место среза на цветоносе обработаем каплей перекиси водорода. Сейчас перекись впитается. И хотя бы обеззаразим место
среза. А цветоносы поставим в стаканчик с водой. Вдруг цветочки откроются. Видео получилось очень длинное, а его обработка и монтаж заняли по времени более суток. И посмотрите, как на следующее утро цветы воспрянули духом. Они получили долгожданную влагу, которую орхидея уже просто не могла им предоставить. Дальше вооружаюсь микроскопами. Один микроскоп у меня с 40-кратным увеличением, очень старенький, но мой любимый. Второй микроскоп с 60-кратным увеличением. Это новый микроскоп, которым можно снимать видео, используя его как насадку на телефон. Но можно использовать просто как микроскоп. Включаю подсветку и осматриваю всю орхидею на предмет вредителей. В микроскоп очень хорошо видно клещей. Конечно, если они есть, но сейчас я не вижу ни одного ни живого клеща, ни даже яиц клеща. Ничего этого на орхидее нет. Хотя орхидея очень слабая. Нет, вредителей нет. Что сделать с такой орхидеей? Во-первых, я сейчас ее помещу в емкость с водой. Полностью. Для того, чтобы вот эти сухие корни напитались водой. Но вряд ли это получится, потому что из живого на этих корнях остались только вот эти зеленые части. Вот один корешок. Вот видите, опускаю в воду и сразу видно, эти корни мертвые. Виламен, паренхима, все высохло. Восстановить этот корень не удастся. Но есть небольшие сухие участки корней, которые могут наполниться водой и помочь орхидее в каких-то ее жизненных процессах. Вот так помещаю орхидею полностью. И полежит орхидея в воде часа 3. Может, что-то листиками наберет, может, корни наполнятся. И через 3 часа мы вернемся к этой орхидее. Нам нужно определиться с корнями, какие корни вообще не работают, какие нам, возможно, помогут в восстановлении орхидеи. То, что я ее поместила с шеей и с точкой роста, ничего страшного. Мы потом воду из пазух листьев и из точки роста уберем. От этого орхидея не пропадет. Она и так в таком ужасном состоянии, что это ей не повредит, а может быть, поможет. Все, оставляем ее в покое на 3 часа. Забыла вам сказать, что вода при этом должна быть теплой. Примерно 27-32 градуса. Орхидея проведет в этой емкости 3 часа. Вода не остынет до 15 градусов, она останется комнатной температуры. Это тоже не повредит орхидее. Все, оставляем. Давай, Юляшка. Здравствуй, Юлечка. Пришел Юля. Решил поприсутствовать. Ложись, зайка. Все уже собрались. Конечно, и тебя покажу.
Прошло 3 часа. Извлекаем орхидею из воды. И еще раз осматриваем. Теперь все внимание на корни. Вот этот гнилой виламен очень легко снимается. Если есть плотные части, я их оставлю. А если вот такие пустые, снимаю с корня, но оставляю тяж. Сам корень, основной цилиндр. Это все разные названия этого корня. Так проверяю все корни орхидеи. Ну, здесь в середине пустая часть. Сняла весь пустой гнилой виламен. И что мы теперь видим? Сказать, что корни набрали воды и стали живыми и здоровыми, конечно, нет. И корни, и все растение в очень плохом, удручающем состоянии. Но не буду отрезать ни одного корня. И сделаю посадку этой орхидеи. Посадку сделаю в кору. Если у орхидеи остались какие-то жизненные силы, она начнет свой рост. Если же нет, то эти корни не сыграют никакой роли. Ни живые или полуживые, ни пустые, сухие. Но, по крайней мере, в посадке они дадут возможность орхидеи крепко держаться в коре. Вот этот лист, половина совсем желтая, половина почти желтая. И с одной стороны на шее эта часть листа и основание шеи еще зеленая, а с этой стороны идет увядание. Но пока не буду снимать этот лист, потому что явно орхидея получает питание только за счет своих листьев. Больше питания ей взять на данный момент негде. Горшок Арте 1,2 литра. Все корни, конечно, помещаются в горшок. Но так как орхидея у нас провела длительное время в воде, мы обязательно из всех пазух и точки роста уберем оставшуюся воду, чтобы не дать возможности орхидее еще гнить сверху. Как раз застой воды способствует гниению орхидеи. Орхидею помещаю по центру горшка и засыпаю корой. Кора сухая. И так как орхидея 3 часа плавала в воде, будем надеяться, что какое-то количество влаги она получила. Кора разной фракции, чуть крупнее и мелкая, но не огромная, потому что такую орхидею нужно сажать в мелкую кору. Если попадаются крупные части, то желательно, чтобы они были внизу горшка. И корни, которые кажутся хоть немного живыми, надо обязательно прикрыть корой.
Как еще можно помочь такой умирающей орхидее? Есть препарат, называется Привикур Энерджи. Этот двухкомпонентный фунгицид обладает защитным и ростостимулирующим действием на растении. Обладает высокой активностью против широкого спектра патогенов и активно стимулирует корнеобразование. Я хочу опрыскать эту орхидею именно этим препаратом. У него огромная инструкция по применению, написано, в какое время, какое количество препарата взять для обработки. На литр разводится 1,5 мл привикура. Но так как у меня опрыскиватель всего 200 мл, я набрала в шприц 0,3 мл. Этим препаратом можно обрабатывать как корни, так и делать опрыскивание по листу. Препарат системный, проникает в клеточки растений и защищает растения от патогенов от 2 до 3 недель. То есть действие препарата в растении 2-3 недели. В это время производитель не рекомендует использовать другие корнеобразующие или стимулирующие препараты. То есть смешивать не надо. Всегда нужно обращать внимание и читать внимательно инструкцию для того, чтобы знать время действия препарата в растении. И можно не только опрыскать растения, но и грунт. Так как корни у растения очень слабые, это не поможет, но по крайней мере не повредит. Будем надеяться, что мои действия приведут к положительному результату, хотя еще раз хочу сказать, что растение очень слабое. Через 15 минут нужно опять убрать всю влагу из точки роста и пазух листьев. Ну вот такая мне досталась орхидея. По моему голосу, наверное, понятно, что надежды у меня очень мало. Но попробуем. Как я буду поливать? Вот даже сложно сейчас сказать, как поливать такое растение. Конечно, я буду замачивать грунт полностью. Как всегда, на 2-3 сантиметра ниже уровня грунта буду заливать горшок и давать напитаться грунту, именно грунту. Здесь даже внимание на корни обращать не нужно. Корни и так в посадке не работающие. То есть сухие, пустые орхидеи, они никак не помогают в процессе выживания. Ну, может быть, чуть-чуть. Поэтому буду наливать воду, давать постоять полчаса для того, чтобы грунт был слегка влажным. Эта орхидея хоть немного поможет. Вокруг нее будет увлажненное пространство. Ну и, конечно, понаблюдаем за такой орхидеей. Получится или нет, сказать сейчас невозможно. Но будем, как всегда, надеяться на лучшее. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.